Приветствую вас, мои дорогие! Даже самые обыденные моменты могут заиграть новыми красками, если наполнить их заботой о пространстве вокруг. Иногда достаточно легкого творческого взгляда, чтобы увидеть, как привычные действия становятся поводом для радости. Возможно, эти идеи вдохновят и вас на маленькие, но важные перемены. Одно из первых моих весенних приобретений для дома – это тарелочки из магазина Cozy Home. Вы только посмотрите на эти голубые винтажные цветы. Я взяла 3 большие и 1 среднюю тарелку. Они дополняют уже имеющиеся похожие тарелки из Zara Home. Мне как раз не хватало несколько штук, чтобы красиво сервировать стол на всю семью. Они так хороши, что я иногда ставлю их просто на полку как декор. Полотенце тоже из Zara Home. Они из хлопка рогожка, не слишком мягкое, но зато идеально подходит как салфетка под приборы. Также из этой серии есть скатерть, но на наш стол она маловата. Также я решила попробовать новые губки для посуды из этого же магазина. Давно подыскивала посуду для приготовления на свою новую кухню. И мне попались просто идеальные варианты. Это эмалированная кастрюля из магазина Мадам Коко. Вся эта серия такого нежно-кремового оттенка. И сверху на каждой крышке деревянная ручка, что делает ее похожей на настоящую антикварную находку. Эта посуда подходит для использования как на обычной, так и на индукционной плите. Я приобрела 1 маленькую и 1 большую кастрюлю, а также мини-ковшик. Вся эта посуда и текстиль будто подружились между собой и идеально вписались в мою кухню. Пастельные оттенки, винтажные детали. Такое ощущение, что я перенесла кусочек бабушкиной дачи прямо на свою кухню. Теперь мечтаю, чтобы поскорее наступили теплые дни и можно было устраивать обеды в саду. Для создания уютной и милой атмосферы на кухне я приобрела декоративную емкость в виде кролика. В ней можно хранить небольшие лакомства. Этот кролик украсит как стол, так и подоконник на кухне или даже столешницу. Мне кажется, он подойдет для декора не только в весенний сезон, но и летний.
И завершают мои весенние покупки для дома посуда с крольчихой мамой. Ну как перед ней устоять? Я приобрела чайную пару, десертную тарелочку и глубокие суповые тарелки-миски. Они особенно удобны для подачи супов и каш. Весна– это время теплых дней и первых цветов, но даже в этот прекрасный период важно оставаться полным силы и энергии. Чтобы встречать каждый день с бодростью и хорошим самочувствием, важно поддерживать естественные защитные силы организма. Галавид– иммуномодулирующий препарат, который способствует повышению сопротивляемости организма, борьбе с вирусами и бактериями, при лечении простуды и гриппа. Его можно применять не только взрослым, но и подросткам с 12 лет. Он начинает действовать уже с первых часов и может сохранять эффект до 72 часов. Галавид сочетает в себе противовоспалительные и иммуномодулирующие действия. Он способствует облегчению симптомов простуды, снижает интоксикацию и укрепляет защитные силы организма. И что важно, его можно начинать применять на любой стадии заболевания. Например, при острых респираторных инфекциях, гриппе и бронхите его применяют по 2 таблетки 2 раза в день. Курс всего 5 дней, а для профилактики по 1 таблетке 2 раза в день. Все просто. Конечно, перед применением обязательно консультируйтесь со специалистами. Галавид – это не только лечение, но и профилактика. Чтобы узнать больше, переходите по ссылке в описании под этим видео и не забывайте делиться в комментариях своими способами для борьбы с простудой. Сегодня я готовлю гороховый супчик, который обожают мои доченьки. Готовлю суп в мультиварке, она просто волшебница для блюд с крупами. Горох, например, в ней варится в разы быстрее, и не нужно стоять у плиты и постоянно следить и помешивать. Ингредиенты у меня очень простые. Это горох, заранее замоченный лучше на ночь, морковь, немного лука и томатов. Лук и томаты я слегка пассерую, а после перемалываю в блендере. Получается нежная ароматная паста, которая добавляет супу насыщенность вкуса, но не оставляет ни намека на нелюбимые кусочки лука. Готовить такой суп очень просто. Заливаю горох водой, добавляю овощную пасту и ставлю на режим тушения примерно на 1,5 часа. Мультиварка сама все сделает. За 30 минут до готовности добавляю или кубики моркови, или, как сегодня, натираю морковь на крупной терке. В конце приправлю щепоткой сушеного укропа или копченой паприкой. Главное, чтобы она была не острая, если этот суп будут кушать детки. Ах, какой аппетитный аромат сейчас на кухне! А самое главное, супчик получается однородным, в меру густым и, самое главное, сытным. Кстати, если вы любите более густые супы, добавьте больше гороха.
Когда все основные дела по дому сделаны, я перехожу к самому душевному, к творчеству. Сегодня я шью обложку для книги из остатков ткани, которые как будто сами шептали: «Сделай из нас что-то прекрасное». Для меня рукоделие – это не просто хобби, это мой способ замедлить время. Когда я сажусь за швейную машинку, весь мир словно замирает. Ни уведомлений, ни спешки, только я и ткань. В такие моменты я будто разговариваю сама с собой или с той маленькой девочкой, которая когда-то шила платье куклам из лоскутков. Кстати, сам процесс шитья обложки я подробно описала в своей книге. Когда она выйдет, там вы найдете все подробности создания таких обложек и многое-многое другое. Но сегодня я хочу рассказать о другом, о том, как важно найти эти 20 минут в день для того, что наполняет вас светом. Рукоделие для меня – глоток воздуха в потоке домашних дел. Да, я люблю готовить, убирать, заботиться о близких, но когда я творю, я возвращаю себя себе. И даже если это всего лишь обложка для книги, она становится моим маленьким напоминанием тому, что красота рождается в тишине. Периодически очень важно заниматься рукоделием и вместе со своими детьми. В такие моменты учат детей видеть прекрасное в простом. Например, моя младшая дочь теперь коллекционирует лоскутки и часто говорит: «Мама, я обязательно что-нибудь из них сделаю». Дорогие, а вы находите время для творчества? Шьете, вяжете или, может быть, рисуете? Или, может, мечтаете начать? Пишите в комментариях. Вдруг ваша история станет темой для следующего видео. А я закреплю последнюю строчку и подарю этой обложке место на полке. Она обязательно сбережет мои самые любимые книжки в предстоящем сезоне. Наша сегодняшняя весенняя история подходит к концу, но только чтобы через мгновение начаться снова. Помните, что каждая кастрюлька, каждый стежок и даже ложка горохового супа – это кирпичики в доме, где живет любовь. Мы обязательно скоро увидимся в новом видео. Обещаю, там будет много солнечных идей и ароматов зелени. А пока творите, варите и мечтайте. И не забывайте, что главный рецепт уюта – это вы сами. Пусть ваши дни будут такими же теплыми, как вечерняя ванна с воздушной пеной, и такими же яркими, как лоскутки весенней ткани. До скорой встречи, мои вдохновленные подруги-мечтательницы!